ваш дом? Дом разламывается. Это крепость или руины? Под моей квартирой все коммуникации дома. Грибок до самого потолка. Я основала этот проект ради детей с тяжелой судьбой. Я иду Кате. Из-за условий могут поставить вопрос о том, чтобы забрать ребенка. Для меня это страшно. Просто страшно. Мама Катя. Я не отдам ребенка, это мой ребенок. Здрасте. Дякую. Здоровья. Потому что каждый ребенок имеет право на комфорт. В самом обычном Голосеевском районе Киева, в тесной хрущевке, живет очень необычная семья. Мы проверяли информацию о них несколько раз. Настолько невообразимой казалась их история. Когда будет лет 10, я ему буду объяснять, что я даже не бабушка, а прабабушка. Прабабушка, прабабушка. Ростик – это мой правнук. Я несколько раз переспрашивала, точно прабабушка? Может, все-таки бабушка? Мы ничего не перепутали? Как это прабабушка может усыновить ребенка? Так случилось, что внучка нагуляла. Она ни единого раза за все годы не позвонила, ни смс-ки не прислала, даже в день рождения ребенка. Для меня это чужой человек. Также и дочь, что первый внучок. Я никогда не ожидала этого. Поэтому это мой ребенок и все. Больше ничей. Пожалуйста, выключите. То есть, чтобы и мать, и бабушка, то есть, чтобы все отказались, я такое вообще слышала первый раз. Я для него весь мир. Он называет меня по имени, но когда у него спрашивают, как твою маму зовут, он называет мое имя. Я иду Кате. А кто Катя? Мама Катя. А когда что-то на бендокурит, он: мамочка, вибач, я більше не буду так. Я тебя так люблю, я тебя так люблю. Когда женщина занялась оформлением опеки, ее ждало новое потрясение. Социальные службы пришли в ужас от условий, в которых жил мальчик. Процесс в опекунском совете тянулся больше года, а Катя боялась худшего и даже готовилась бежать с Ростиком из страны. Это, говорю, я вплоть до того, что съеду с Киева, сбегу с Украины, но я своего ребенка не отдам никому. Я старалась не допустить ни на минуту, чтобы его куда-то забрать. Чтобы он все время был со мной. Я понимала, почему социальные службы хотят ребенка забрать. И это правильно в плане условий. Я ищу подработку, чтобы быстрее рассчитаться с кредитом, который я брала на ремонт квартиры. Грибок был до самого потолка, и надо было разобрать стены. Как меняла обои, счищала его. Вот. Ну, это бесполезно. Пришлось разбить стены, выкинуть и поставить новые блоки. Но это поражает на самом деле. Тут такое желание, такой страх, наверное, чтобы не забрали это дитё, что она, если нужно будет, она и в космос летает. Мы каждый год ездим в июне, в июле на море. И в одном месте мы не отдыхаем. Я хочу показать ребенку, какая у нас красивая Украина. А осенью мы ездим в Карпаты. Мы были уже и в Трусковце, во Львове были. А мне периодически кажется, что мне очень тяжело жить в своем графике, спать по несколько часов в день, идти к своим целям. Я когда увидела, что делает эта женщина в этой жизни и вообще историю ее жизни, таким людям памятник нужно ставить. Я
Не то, что представить, а даже помыслить я не могу о том, что его рядом не будет. Мы с ним одно целое. Ой, мечта у меня такая по поводу Ростика, чтобы он, как он иногда говорит, я генерал-майор, капитан. Генерал-майор, капитан. Что это за звание такое, я не знаю, но у него вот такое есть звание. Вот. Или стал военным, хорошим военным, или чтобы поступил на юрфак, чтобы стал хорошим юристом, чтобы таких мамаш не защищал, а наказывал. Принято считать, что, наверное, сильные женщины – это те, кто удался в бизнесе, в карьере, в семье, которые смогли что-то построить. Да нет. А в опекунском совете знали, что я прабабушка. Ну и... А вот если вы умрете, я говорю, не надо меня раньше времени хоронить. Я вас переживу и женю мальчишку. Вот сильная женщина. Это пример. Я очень рада, что мы ее покажем. Я очень рада, что мы поможем именно ей. В этот раз перед командой проекта стояла особенно сложная задача, ведь им предстояло восстановить почти полностью разрушенную квартиру. Поэтому, чтобы не терять драгоценное время, Виктория поскорее отправилась знакомиться с семьей. Здрасте. Заходите, мы у вас в зале уже давно. Привет. Як тебе зовут? Тебя как зовут? Ростик. Ростик, а меня Вика. Дашь мне 5? Ты знаешь, что у меня здесь? Пазлы. Пазлы? А ты любишь пазлы, да? Люблю. Тут не только пазлы. А тетя? А кто ты? Ты машины любишь? Ты. Люблю. Это пазл, да? Я подумала, что ты очень любишь шоколад, поэтому тебе 2 принесла шоколадки. Будем пробовать? Давай. Да? Ты со мной поделишься? Поделаю. Так, что у нас здесь еще? Машинка. Тоже пазлы. Тебе немного пазлов? Много. Много, да? А здесь, знаешь, есть такая штука. Я очень люблю такие вещи. Целая головоломка. Що треба сказати? Дякую. На здоровье. Я Вика. Ну, Екатерина Вы- Борисовна. Екатерина Борисовна, мы заочно с вами знакомы. Сейчас будем Да. знакомиться ближе. Вы не против? Не против. Не против. Ну, можно знакомиться со входа. Да. Ну, тут вся красота сразу вот она видна. Я вижу, да. Вот я в прошлом году, когда ложила блоки, заделала вот здесь трещину. Вот она снова появилась. Вот это. И вот трещина идет конкретная. Вот это все высыпается, вываливается. Вы сами Снова. заделывали? Сама. Своими руками? Все сама. А где вы учитесь это делать? Я нигде не учусь, я так, как получается. Если тут получилось у меня затереть, тут же новые блоки поставлены, грибок был аж до потолка, так я, ну вот, разбили эту стену, ну, полностью эту кабину, вот, и закупила стройматериалы, блоки, вот, плитку, блоки положены, а тут заштукатурила, поклеила немного обои, а там не получается у меня. Ну, все равно грибок везде есть, да? Вы знаете, это же вредно для здоровья. Ну, видите, Вижу. Давайте смотреть. так как балкона нет, осень, зима и весна, вещи сушатся здесь. Запах страшный. Вот я не знаю, с чем это сравнить. Вот как в погреб зайти, вот сырость, но только в погребе холодно, а здесь тепло. И вот такой прелостью какой-то, плесенью, вот вперемешку. Скажите, пожалуйста, просто... То есть вы этим пользуетесь всем? Да, Вы так живете? да, И ребенок здесь моется, это ваш... да, да. А вот это вот все, это тоже вы делали? Да. Трубы я нанимала людей, мне поменяли, вот, а блоки сама ложила. У меня нет комментариев даже. На это смотреть все очень больно. И дети не должны жить в таких условиях. Каждый год Это ваша комиссия. стиральная машинка? Да, она сломалась. Сейчас вручную стираю. Там, Просто как столик? Работает.
А умывальник, где вы зубы чистите? Там. Все в ванной, и зубы Да, чистите, да, умываетесь, да, и да. моетесь, и стираете. и Ну, всё там. я сняла раковину, чтобы поставить стиралку. Идемте в комнату, кухня. Сейчас будем смотреть. Да, это у нас. это что у вас пол такое? такой, вот такой пол. О, Да. Вот это я вот эту радюшку и не снимаю. Ну, потому что здесь вот все коммуникации, и когда... коммуникации чьи? Ваши или всего дома? Всего дома. Дому 61 год. То есть у вас Вот в ремонт апреле. не делался столько лет? Да. Полы не менялись. И вот когда в какой-то квартире что-то там по сантехнике надо делать, воду спускают, значит, она льется вниз, и все испарение, вся эта, хоть горячая, хоть холодная вода, все идет сюда. Открыли кран, вода стекает со всей системы, а испарение идет сюда. Мне вообще непонятно, как этот дом строился даже 60 лет назад, если коммуникации оставили открытой и просто накрыли их досками. Ни элементарной стяжки, ничего. Вообще нам разное жилье попадалось в ремонтах, и дома заброшенные были, и реконструкции домов делали. Я такого не видела. Но там все сгнившее, просто я смотрю, и грибок. Старое я сняла, решетки эти, а новые купила, чтобы потом поставить. Ну вот это вот так ложила эти. Ну грибок у вас по всей квартире просто. Почему? Откуда столько грибка вообще? Над нами квартира, там живут постоянно квартиранты, и постоянно нас затапливают. Вот потолок сам о себе говорит. Было так, что года 3 или 4 назад с лампочки вода, 3 минуты и ведро, 3 минуты и ведро. Вот так было, так затапливали. Я посмотрю, что у вас в шкафчике. Пожалуйста, пожалуйста. А кухню вы где-то покупали, да? Ой, этой недорогую? кухни уже лет и памяти нет. У меня вся мебель старая. Можно посмотреть, что у вас в холодильнике? Пожалуйста. Все, аккуратненько. Огурчики, помидорчики засаливаете летом, да? Да. Я не стремилась, чтобы у меня шикарная мебель была. Я стремилась, чтобы у меня в холодильнике, допустим, картошки у меня в доме нет, но мясо на выбор, чтобы было, и рыба. Вот. Чтобы мои дети были всегда сыты. Вот так. Также и Ростика стараюсь, чтобы он сильно любит. Коклеты, усякие. Это значит и рыбные, и мясные. Скажите, а вы работаете? У вас Ищу работу, чтобы... У вас пенсия, пенсия, да. Сколько ваша пенсия? 2,127. То есть вы вдвоем живете на 2,127? Нет, Ростик получает а еще. сколько Ростик получает? Ну, сейчас вот добавили, это будет 5 с чем-то там. То есть, в принципе, на 7500, да? Да, Вы живете да. вдвоем? Да. То есть это и еда, и коммунальные, и Да, одеться ребенку, да. занятия, и Да, все, да? Да. Понятно. А мама так и не появляется, да? За столько лет даже смс-ки не прислала. Когда еще номера телефонов у них были старые, Ростику делали операцию по урологии. И я дочери звонила, чтобы сказать ей, что на операции. Она не взяла трубку, а я, наверное, раз 50 набрала. И я тогда сказала: Бог вам судья. Но они потом поменяли номера телефонов, чтобы я их не беспокоила за ребенка. Ужасно это все, это страшно. Его, можно сказать, обижают с рождения. Она и морально его оберегает, что он вот такой. Это поражает на самом деле. Эти антресоли вы сами делали? Тоже сама сделала. А почему нету места для хранения у вас? Ну, вы же А чего у вас столько много вещей? Всю жизнь, как говорится, накапливала все для детей. Так случилось, что ни детям это не нужно, никому. А если мы все это пересмотрим и выкинем то, что посчитаем, что не нужно? Мы же с вами договоримся, знаете, да, каким образом? Вы возьмете все самое необходимое и съедете. Что останется, то все можно будет выкинуть. Я думаю, что после того, как мы все это выгребем, выкинем, сделаем все новое, она даже не вспомнит о том, что у нее там было. Идемте, я покажу комнату. Вот это вот комната наша, да. Двери когда-то были, да? Это я вот 31 декабря поменяла. Сами? Да, сама меняла. Это же опасно. Ну, опасно.
Сама поменяла, сломался этот выключатель. Ого, а это что у Ну вас вот такое? это, да, грибок такой. Вот это вот стена. О, какая прелесть. Можно, да? Да, 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 С вашего разрешения. да. То есть я так понимаю, что обои Ну это клеились 8 лет назад. 8 лет назад. Вы здесь вместе спите, Да, и вы этим да. дышите. Да. То, что они кашляют, это объяснимо. Удивительно, что до сих пор нету астмы, либо какого-то тяжелого аллергического статуса. Кровать у Ростика новая. Да, да, в 19-м году купила. То есть все, что собираете, Да. все на ребенка. Ростик спит там. Вы Да. спите вместе с ним в Я одной вот кровати? на кресле раскладном. На вот этом? Да. А разложите? Да. Разложите, пожалуйста. Пожалуйста. Вот это я так здесь сплю. О. Вот так. Иногда он ночью встает, подходит и говорит, я с тобой буду спать. И Ну, вы я спите ложусь вдвоем? как вобла, а Мгм. он лежит рядом со мной. А ну-ка, Ростик, ляжем с тобой вместе? Ну давай. А мы поместимся? А ну давай. Ага. Ужасно, что человек не в юном возрасте вынужден каждый день здесь спиной лежать. Это моя любимая кулинария, вот. А это моя, как говорится, тоже любимая библиотека. Вы любите книги Да. очень. Моих 1223 книги. Вот, а у малого где-то, ну, больше полсотни, это 100%. Ну, а требования у опекунского, чтобы у ребенка была отдельно кровать, отдельное спальное место, значит, шкаф для вещей отдельный. Вот. И вот стол. Вы ждете, что они все-таки появятся? Нет, не жду. Я уже перестала ждать. Я уже здесь стерла их. Ребенка я им никогда не прощу. Потому что в моей жизни случилось так, что я жила с отцом и с мачехой. Я знаю, что это такое. И то, что я смогла ребенка отвоевать, не дочь. Это твой первый внучок, и на тебя похож, и ты отказалась, это... Для меня это страшно, просто страшно. Давайте черная полоса закончится. Сейчас начнется белая полоса. Начнем с того, давайте вы от чего-то избавитесь. Вот прямо сейчас, перед тем, как вы сейчас уедете, вы уже практически собрали вещи, сейчас мы вам дадим время их дособрать, и вы уйдете с этой квартиры, уйдете из своей старой жизни и вернетесь сюда абсолютно новую жизнь, которая будет называться белая полоса. Что бы вы хотели своими руками выкинуть? Мы выкинем все остальное. Вот что бы вам хотелось, что ваша боль? Ну вот от кухонного пенала вон дверка стоит, и хочу выкинуть ее. А так что вы ее храните? Да все никак не соберусь выкинуть. Отвезу его в садик, пока туда-сюда приготовила покушать, немножко убрала, уже надо ехать за ним. Катя, да? Наконец-то выкинет старую дверь ненужную, да? Молодец? Молодец. Молодец. Она держится за каждый гвоздь и за каждую старую деревяшку. Я прекрасно понимаю, почему она не выкидывала эти двери. Потому что вы ее полы видели? Завтра эти досточки нужно будет поменять на какой-то кусок другой доски. Зачем его где-то идти покупать, искать? Вон у нее старая дверца лежит на всякий случай. Или где-то понадобится шуруп какой-то, что-то закрутить. Вон можно из старой петли это выкрутить. Катя, вы большая молодец. Вы уже избавились от некоторых вещей. Остался последний шаг. Собирайте вещи. Ты готов? Так, візьми як слід сумку, Ростик. Як слід візьми. Вот так. О. Воспитание правильное. Ваша, да? Курточка я вам да. отдаю. Так. Так. Я вас провожаю. Вы переживаете? Очень. Вы скоро вернетесь, не переживайте. Ростик, пока. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Все, теперь дело за нами.
Ой, хочется побыстрее. Ну, месяц-полтора. А как получится, я же не знаю. Что там работай. Знаю, что будет красиво, будет уютно, будет хорошо. Но, а вот здесь вот трепещет, что какое оно будет. Наверное, это все-таки будет подростковая гостиная спальня для него, для Катерины. И что-то будет светлое, что-то будет мягкое. Ребенок очень гиперактивный. Не должно быть ярких цветов. Не должно быть чего-то такого сильно сочного. Тематика будет обязательно, но она будет ненавязчивой и служить много лет, как и для маленького возраста, подросткового, так и для взрослой жизни. Настолько запущенное жилье мы видели впервые и сразу же поняли, что процесс преображения будет не только невероятно сложным, но и долгим. Поэтому, как только мы освободили квартиру от огромного количества ненужных вещей, то сразу же приступили к следующему этапу – демонтажу. Мы были готовы к любым сложностям, ведь наша команда профессионалов заранее продумала и разработала план полной реконструкции этого помещения. Все эти люди и их компании осознанно относятся к социальной ответственности, поэтому, узнав историю наших героев, они не смогли остаться в стороне и сразу же вызвались им помочь. Сначала мы решили самую главную проблему в этой квартире и сделали прочную и ровную стяжку полов. Только после этого мы смогли приступить к установке новых энергосберегающих окон, избавиться от грибка, а также полностью заменить всю сантехнику и электрику. Местные коммуникации были не просто ветхими и непригодными для эксплуатации. Для хозяев квартиры они представляли собою просто смертельную опасность. Для них проживание здесь в любой момент могло закончиться катастрофой. И только решив все вопросы, связанные с безопасностью, мы смогли перейти к подготовке поверхностей к чистовой отделке. Так как изначально мне было сразу известно о том, что Ростик у нас мальчик особенный и есть определенные сложности в его развитии, Катя все-таки не под силу их решить. Благодаря нашим медицинским партнерам, которые с большой радостью подключились, мы параллельно начали заниматься и этими вопросами. В процессе нам рекомендовали попробовать подключить такие замечательные вещи, как арт-терапия. Ну что, Ростик? Ты Ростик? Привет! Здорово! Смотри, у нас цветов здесь целый миллион. Да, смотри, и все разные, очень-очень красивые. Будешь помогать мне? Ой, следы. Следы. Покажи птичку, где ты птичку видишь? Смотри, она вся в перышках у тебя. Весноска. Смотри, а ну отходи. Отворачивайся, отходи. Поворачивайся. Опа! Как тебе твоя птица? Видишь? Красиво. Мы настоящие художники с тобой. Давай. Окажи. Класс! Ура! Что у нас произошло? На самом деле первая работа – это всегда как снятие такого панциря. Все, что невозможно высказать, все, что человек не понимает, что происходит, но то, что на него давит и то, что его напрягает, вот у нас произошло в первой работе, да, с бабочками, с птицей, такие довольно насыщенные агрессивные цвета. Но дальше мы уже можем занырнуть как бы в глубину, и вот этот процесс, когда мы начинаем по крупицам собирать эмоции, чувства, формировать что-то новое, то есть он будет создавать, смотреть потом на работу, они будут его заряжать, наполнять. Через эту технику поразительно, но люди находят свое дело.
Наша маленькая квартирка стала уже преображаться. Здесь новые стяжки, на кухне и санузлах у нас даже теплые полы. У нас абсолютно новые щитки, автоматика, все правильно рассчитано, все правильно скоммутировано. Когда мы начали подготовку стен к чистовой отделке, некоторые из них дали трещину. Например, конкретно эта стена чуть не завалилась, мы ее дополнительно укрепляли. Конечно же, мы поставили хорошие, теплые, энергосберегающие стеклопакеты. У нас здесь двухуровневые потолки, двухуровневый свет. Ребенок у нас особенный, для него нужны особенные условия, поэтому это все мы учитывали при разработке данного интерьера. Кроме того, здесь появилось дополнительное место для хранения, детский уголок и много полок для книг. Если вы помните, у нашей прабабушки более 1000 книг, которые она читает ребенку. Функциональная и современная мебель изготовлена из экологически чистых материалов с использованием надежной фурнитуры. Она выполнена по эксклюзивному дизайн-проекту с учетом всех особенностей нашей квартиры. Что касается безумно узких коридоров, мы изменить эту ситуацию никак не могли. Это далеко вообще не по одним стандартам, даже самым минимальным, не проходит по нормам, но, к сожалению, когда-то так строили. Поэтому здесь мы использовали некоторые декоративные приемы, которые помогут это пространство расширить и, по крайней мере, снять ощущение зажатости и глухости. Мы использовали здесь керамогранит под дерево и зеркала. Почему не деревянные панели? Потому что, во-первых, керамогранит тоньше, соответственно, меньше забирает пространство. Во-вторых, это будет значительно проще в уходе. Все-таки дерево требует более тщательного и специфического ухода. И здесь у нас будут вставки зеркал, которые будут визуально расширять наше пространство. Использовали светодиодные ленты, которые у нас плавно из коридора перетекают в кухню. Таким образом мы получаем и более визуально объединенное большое пространство, и это очень экономично. Кроме того, это красиво и не требует какого-то дополнительного ухода, и главное, очень долго служит. Использовали мы на рабочую поверхность очень красивый керамогранит, который мало того, что будет радовать глаз, он еще очень неприхотливый и очень прост в уходе. Кроме того, привели в порядок все газовые трубы и продумали, как их спрятать, визуально спрятать. Все продумано таким образом, чтобы к ним был полноценный доступ как к трубам, так и к счетчикам. Наш санузел мы освободили от того, что здесь было лишним. Для стиральной машины, бойлера и всей бытовой необходимой химии вещей мы организовали теперь отдельное место, которое у нас с коридора имеет свой отдельный доступ. Санузел же стал полноценным санузлом. И я думаю, что нашей семье будет значительно комфортнее им теперь пользоваться. И, конечно же, вентиляция. Потому что грибок – это самое страшное, что было в этой квартире на первом этаже. А психолог, который работал с Ростиком, порекомендовал попробовать такие еще методы, как иппотерапия. Конечно, у него был дикий восторг от животных. Это все-таки лошадь, это живое существо, все дети любят, обожают подобные. Чтобы тебе было удобно и комфортно заниматься на лошадях. Это тебе подарок от тети Вики. Дякую. Мой хороший. Дивись. Методика иппотерапии предполагает реабилитацию психоэмоциональную и реабилитацию физическую. Когда мы занимаемся на лошади, то, что мы сегодня видели, ребенок выполняет физические упражнения, которые укрепляют его, и, естественно, контактируя с окружением, с иппотерапевтом, с командой, у него происходит социальная адаптация. А максимальное влияние происходит от тела лошади, которое передается через импульсы на тело нашего маленького всадника. Улучшает
улучшаются функции кровообращения, дыхания, улучшается движение спинномозговой жидкости. Мы сегодня занимались развитием вестибулярного аппарата. Ростик пытается там сползти с лошади. Страхуя, не помогали ему, давая ему возможность самому вернуться обратно и как бы сесть на лошадь ровненько. Также мы играли с ребенком, потому что это развитие и мелкой моторики. Подобалось? Да. Ребенок все время на позитиве, он играет, он не подозревает, что он проходит лечение. Молодец. Прошло немало времени с тех пор, как за Екатериной и Ростиком закрылась дверь. Наша команда усердно трудилась, уделяя пристальное внимание каждому процессу и не пропуская ни единой, даже самой незначительной мелочи. Но преодолеть все сложности и выполнить такой колоссальный объем работ оказалось и для нас самым настоящим испытанием. А когда дата возвращения хозяев была уже известна, оказалось, что мы все еще не готовы их встречать. Уже на финишной прямой нашим строителям пришлось максимально быстро доделывать все процессы практически одновременно. И мы были готовы работать даже ночью, лишь бы Екатерине не пришлось больше брать кредиты и продолжать отстраивать стены своей собственной квартиры. А Ростик смог получить право не только на комфорт, но и на счастливое детство с самым родным для него человеком. Пока в нашей квартире работа еще шла полным ходом, мы не смогли отказать себе в удовольствии и устроили еще один сюрприз для нашего маленького героя. В процессе общения с ним выяснилось, что он никогда не был в кукольном театре. Мы очень надеялись, что спектакль не оставит его равнодушным, но восторг мальчика превзошел все наши ожидания. Потруточки, я приеду. Счастливо. До побачення. Доброй традицией стало наполнять наш холодильник полезными, вкусными, хорошими продуктами. Ростик не стал исключением. Фрукты, овощи, йогурты и даже торт. Кстати, отдельное внимание я хочу уделить приборам, посуде, сковородкам, дощечкам, максимальному наполнению данной кухни стаканчиками, чашечками. Это все сделала прекрасная девушка, подписчица моя из Одессы. Она увидела анонс, где я выставляла Ростика еще 3 месяца назад. Отозвалась и спросила, чем она может помочь этой семье. И мы предложили ей купить нам каких-то тарелок, стаканчиков. Человек привез все. Отдельная ей благодарность и привет. А наши герои уже на подходе. Мы идем домой, открывайте нам дверь. С Богом. Да. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Зайц. Ну, наконец-то мы уже дома. Привет. Это вам. Ой, спасибо. Красивые цветы. Ты рад, что ты домой приехал? Ты уже быстро бежишь? Ростичек, а посмотри по сторонам. Держи цветы. Цветы. Пахнет. Ну, гарный букет. Пахнет. А открой шкафчик. Посмотри, может, у тебя Ростик. шкафчики появились. Открывай. Стиральная машина. А где у тебя будут вещи теперь? Куда ты будешь вешать вещи? Открывай. Тут еще есть шкафчик. Да? Много места? Надо жить. Да? А когда ты будешь одеваться, ты любишь на себя в зеркало смотреть? А посмотри, какое здесь большое зеркало.
Ну, шкафчики классные, вместительные, шикарные. Коридор становится больше, шире, выше. Ну, просто вот, ну, шикарные шкафчики. Они что-то чинили. Да, да. А ну, что мы сделали? Делали наш дом. Кать, ваши первые эмоции. Это и не краска, и не обои, что это на стене. Это декоративная штукатурка. Они легко моются, они легко реставрируются. Проведите рукой. Даже если это испачкается, вы влажной тряпкой это все вытрите. А если Ростик случайно что-то где-то ударит, отколется, это все очень легко реставрируется, и оно будет иметь такой внешний вид. А где ваши коммуникации? Обратите внимание, все спрятано, все это можно открыть. Мы все коммуникации заменили, у вас тут нет больше ваших старых труб. Здесь все трубы новые. Вот посмотрите в этот шкафчик. Полноценная, хорошая стиральная машина современная, бойлер. Стиралка это просто ну, действительно шикарная. И бойлера, ну у меня никогда его не было, а это вещь шикарная. Шкафы такие вот, и цвет, и планировка такая, что вот и коридор шире и выше становится. И вот этот цвет дополняет все это. Ну, просто обалденно. Это что, счетчик поменяли, да? Я думаю, что мой старый сюда переставите. Ну, да, это сюрприз. Счетчик шикарнейший. А зеркала вам нравятся? Ну, это мне нравится, да. Очень даже необычно, что вот я не ожидала, что зеркала будут вот в таком тоне и смотреться, сочетаться вот со всем этим. Расширяет пространство комнаты и сочетание вот этого всего невероятно красиво. Когда мы начинали проект, я помнила все время о том, что Катя не очень хорошо относится к таким материалам, как зеркала, стекла, а мы их все-таки использовали. Во-первых, это было правильно и необходимо. И меня удивила реакция положительная, что ей это понравилось. И ее даже не смутило, что их нужно будет мыть и натирать. Будешь ты открывать, заходить? Я открыл. Ну давай, заходи. Обалдеть! Класс, просто класс. Зеркало с подсветкой. Ух ты! Умывальничек такой классный. И сушилка, и веревка. Непонятно, что это плитка или что, ну шикарно просто. И сочетание красивое. Это моя ванна. Твоя ванна. Ростик, а тебе нравится ванная? Нравится. У вас теперь есть полноценный душ, а место для сушки белья? Теперь у меня будет стирка висеть здесь. Что не будет капать на пол, не будет сырости, не будет грибка. У вас появилось зеркало с подсветкой. А вот стекло Безопасное, в него даже если ударить что-то, оно не разобьется. Да. Не разобьется. Но если очень сильно его бить, оно не разобьется. Оно, знаете, как может потрескаться, оно проклеено пленками специальными. Здесь все сделано, все безопасно для ребенка. А ну-ка залезь, померяй, ты там помещаешься? Ванна максимальная, которую можно было поместить в ваш санузел. А еще у вас здесь вентиляция появилась. я вижу. Красиво сделано. Ага, выключатель работает классненько. На кухню пойдем смотреть? Педаль? Да. Катя, у вас везде появился электроподогрев полов. Везде стоят датчики. Ух ты, это ж такая, как и ванная. А что это за выключатель? Везде есть регуляторы. У вас и коридор, и кухня, и санузел обогревается. Ну, слов нет. Просто вытяжка шикарная. Посуда невероятная, красивая. А ножи это вообще шикарные. Просто. Я как когда-то была поваром, то люблю ножами работать. Это вообще... Ух ты! А это класс. Просто класс. Плита вообще обалдеть, класснейшая. Это духовка. Ну, и то, и другое. Просто шикарно. Это мы Ростику будем печиво пекти. Удобно? Нравится тебе? А удобно будет теперь кушать? Здесь много места, у тебя достаточно? Да? А ты знаешь, что у тебя все окошки новенькие, посмотри. Подивись. Починили окна старые твои? Починили. Да, хорошие окна теперь, посмотри какие. Да? Да, решетки, все. Ты теперь сможешь, когда захочешь, открывать, посмотреть, да, за окошко. Не захочешь, вечером сможешь закрыть. Дождь начинается. Дождь? Что, закрываем, чтобы не смотреть на дождь? Давай, закрываем, давай. Ростик, а я помню, что ты говорил, что ты любишь
всякие йогурты, клубнички, да? А ну-ка загляни в холодильник. Открывай. Вот. Давай. Моя грудь, малина. Да? Я пойду. На здоровье. Ну что, Ростик, что ты скажешь насчет кухни? Подобається нам кухня? Подобається. А це мій дом? Ну да, це наш дом. А скажи, пожалуйста, ты больше всего что хотела увидеть? Кухню, коридор или свою комнату? Мою комнату. А что, пойдем смотреть твою комнату? Мою. Ты готов? Готов. Заходи. Ого, кровать. Мой дом красивый. Было видно, что очень маленький ребенок, который должен еще верить в сказку, на самом деле в нее и верил, и не верил в тот момент. То есть он эти эмоции высказывал, как он мог. Это был не просто восторг, это было да ладно, да неужели, посмотрите, у нас и вот это, и вот это. Катя, ваши эмоции, рассказывайте. Просто класс. Свет такой интересный, освещение. І диван красивий такой. А тут будемо сидіти, кіно дивитися. Телевизор такой, как ты хотел? А це моя? Це моя? Ну да, це твоя, А це твоя? а це моя. А ну-ка залезай, проверяй свою кроватку, где ты будешь спать. Ложись. А у тебя там новые постельки? Новий. А ну загляни под покрывало. Тебе нравится? Что нарисовано? Машина! Машини там, да, машини. Ну, А потрогай стенку, стенки. А ну-ка. Мягенько? Мягенько. Тебе нравится? да. Нравится. Катя, а у понятно. вас был ортопедический матрас когда-нибудь? Нет, ортопедического у меня не А было. теперь и у вас, и у Ростика ортопедический матрас. А теперь у нас и спины не будут болеть, и плечи, будем классно спать. Матрасы просто классно. Ростик, покажешь шкафчики, что у тебя есть в комнате? Показывай, а то Катя не знает. Давай я тебе помогу спуститься, давай. Опа! Ух ты, класс, да? Ну все дуже добре, да? Подобається? А там? А посмотри, какой большой у тебя теперь стол. Ты же можешь... Опа! Так? А стул на колесиках, можно кататься, можно сидеть где хочешь. Захотел, здесь посидел, почитал книжечку, да? Передвинулся и здесь собираешь пазлы. А еще знаешь, что можно под столом прятаться? Мебель шикарная, бытовая техника шикарная, пол шикарный, окна. Все это шикарное. Катя, зная вашу любовь к книжкам, мы немножко пополнили вашу коллекцию. Здесь есть и для вас, и для Ростика. Это очень известные, замечательные книги, настольные книги родителей современных детей. Смотри, вот эти две книжечки, если с ребенком трудно, и тайная опора, привязанность в жизни ребенка. Я дарю вам. Это, я думаю, вам будет очень интересно и полезно. Нужно, да. А вот эти две красивые книжки я дарю Ростику. Здесь самые интересные вопросы, которые задают детки, и на них ответы. Эти книжки называются энциклопедия. Что тебе понравилось больше всего? Кровать. Кровать, второй этаж. А ще що? А что еще? Телевизор. Да скоро день рождения, к тебе придут гости. А чем ты их будешь угощать? Торт. Торт? А у меня тоже для тебя есть подарок. Не получилось его сюда принести. Знаешь почему? Он очень большой. Этот подарок не сможет зайти в твой дом. Причем сам зайти. Это живой подарок. Иппотерапия оказалась очень показательной, так как он на ней был самостоятельный. И Катина опека и желание постоянно все контролировать было убрано. Он стал свободен, он полностью растворился в том, что происходило. Соответственно, видя все эти эмоции, все, что с ним происходило, какой он стал, решение было принято однозначно. Ты помнишь лошадку, на которой ты катался? Коняшка. Коняшка Да. катался. Тебе понравилось? Правильно. А ты бы хотел еще покататься? Хотел. Тогда смотри, я тебе на день рождения дарю сертификат. Это целых 10 раз ты сможешь ходить и кататься на лошадках, на конячках. Ты рад? Рад.
моя черная полоса стала светлеть. Вдохновляет на все самое-самое лучшее в нашей с Ростей жизни. Преогромнейшее спасибо вам лично, вашей команде, всем этим людям, которые работали здесь, которые старались для нас. Самой главной причиной, кроме, конечно, просто ужасных условий, в которых они жили, приход туда для меня был это решение вопроса, связанного с опекой над ребенком. Потому что в этой квартире не было никаких условий, которые требовались для того, чтобы Катю не лишили прав на ребенка. Для развития нервной системы, психологических, всех важных аспектов, которые интересуют службу опеки, мы сделали все. Поэтому на сегодняшний день при всей своей энергичности, при всей своей воле к жизни и желании все сделать для этого ребенка, у Кати есть неоспоримый козырь перед органами опеки, против которого они теперь не смогут сказать ни единого слова. Ростик, иди сюда. Иди сюда. А ну-ка, иди сюда. У нас з тобою щасливий день сьогодні. А я кричу мультик. Это был очень сложный, трудоемкий проект, с которым мы очень достойно, я считаю, на высшем уровне справились. Я испытываю невероятную радость и тепло от того, что понимаю, что мы это сделали. И еще одна семья обрела настоящее, комфортное, достойное их жизни жилье. Я благодарна всей команде и всем людям, не безразличным, кто принял участие в моем замечательном проекте «Право на комфорт». Без вас я бы не смогла ничего этого воплотить в жизнь. Огромная искренняя вам благодарность, а мы идем дальше, потому что еще есть семьи, которые очень ждут и нуждаются в нашей помощи.